Здорово, народ. Определенно это видео кому-то не понравится, но я здесь не для этого. У меня нет халата, нет очков, Бусти тоже нет, зато есть телега, в которую вас всех приглашаю. И я просто хочу добиться истины. Вот и все. Совершенно странная мода пошла. Мы выбираем вентилятор по уровню шума на фиксированных оборотах. Или по потоку на фиксированных оборотах. Я сейчас это говорю, и у меня просто в голове не укладывается, кого это интересует. Ведь такое сравнение нам не дает совершенно никакой информации о качестве самого вентилятора. И вот вам пример одной из крупнейших тестирований вентиляторов, длительных тестирований в интернете. И вы никогда не увидите действительно лучшие вентиляторы в топах всех этих таблиц. А что такое лучший вентилятор? По каким критериям можно выбирать лучший вентилятор? Я не считаю лучшим вентилятором тот, который дает вам больше поток при сравнении на одинаковых оборотах. Почему? Да потому что они все шумят по-разному. Сам шум их отличается. Я уж молчу о том, что при сравнении на одинаковом уровне шума этот звук, он может просто по-разному вас бесить. Один вентилятор звучит приятно, а другой не очень. Но последнее это чисто субъективно, и мы это учитывать не будем. И поэтому лучше мы будем считать вентилятор тот, который создает вам максимальный поток при сравнении с другими вентиляторами на одинаковом уровне шума. Не поверите, такой вентилятор давно существует. 12 августа 2021 года. Запомните эту дату. В этот день, похоже, был сделан тест, действительно честный тест вентиляторов, в котором был выбран лучший вентилятор именно по этому критерию. За 4 года появились вентиляторы, которые к нему приблизились. Есть даже такие вентиляторы, которые в чем-то его превосходят. Но мы по-прежнему будем считать лучшим тот вентилятор, который дает поток больше при сравнении с другими вентиляторами на одинаковом уровне шума. И да, на сегодняшний день по этому критерию он до сих пор номер один. Привет автору канала Designing Lab. Это видео не предъява какая-то, это просто размышления на подумать. Смотри, я взял 4 вентилятора. Такой, все эти вентиляторы новые. И сделал небольшой тест уровня шума на разных оборотах, но в разных положениях, точнее в двух. Предлагаю ознакомиться с этими результатами. Ну, может быть, будет интересно поразмышлять о том, как нужно замерять уровень шума. Получается где-то около 1 дБ максимальная разница. Ну типа, что такое 1 дБ? На самом деле 1 дБ это довольно существенно, потому что у нас сейчас самые крутые, самые топовые вентиляторы, они примерно в этом уровне шума практически все существуют. То есть вот самые классные вентиляторы, причем они могут разных денег абсолютно стоить, они все где-то вот в этом маленьком диапазоне в 1 дБ. Поэтому там 0,5 дБ, допустим, один от другого отличается, это уже ощутимо. И тут вопрос, это у меня так получилось только потому, что у меня какой-то прибор там кривой и неправильно считывает, или так у всех? Потому что я проводил, например, точно такие же тесты, но на больших оборотах, с большим уровнем шума, и там разница даже еще больше получается. То есть там как бы совсем нельзя на погрешность это скинуть. Там прям реально она ощутимо есть. Здесь около децибела. Вот мне интересно, у других это также получится или нет. Ну и если это действительно так, если у всех будет примерно такая же история, а как тогда замерять вообще в принципе уровень шума у вентиляторов? Лично я замеряю классически по диагонали. Ну, поскольку у нас большинство компьютеров стоят справа, когда вы сидите за столом, и если этот корпус, скорее всего, классический, у него будет передняя стенка с вентиляторами, поэтому эти вентиляторы, которые расположены на передней стенке, они, как правило, для вас ближе всего, и они где-то вот по диагонали так и расположены. Поэтому я не знаю, надо подумать, как вы считаете. Так, ну а сейчас у нас будет вообще жесткач. Смотрите, я включил 2 вентилятора сразу, 1500 оборотов каждый. Вращается вот один вентилятор, вот там второй, чтобы не мешал.
Здесь внизу стоит микрофончик, записывает шум вентилятора. Давайте сравним уровень шума на одинаковых оборотах. Нам было сказано, что у нас одинаковый поток и примерно одинаковый уровень шума. Там 0,2 дБ разница. Давайте сравним. Ну, какой-то уровень шума 1. Убираем. Берем другой вентилятор. Секунду. Ставим ровно в то же место. ,2 дБ превратились в 2 дБ. И как такое может быть? Я не знаю. Наверное, у меня неисправная штука. Но я вам точно говорю, что вот эта штука тише, чем та на 1500 оборотах. Я прям ощущаю это своими ушами собственными. Возможно, это ощущает и микрофончик. И вам это тоже будет слышно. Ну а теперь давайте поговорим про поток. Допустим, прибор, который измерял поток в этих тестах, действительно что-то отражает. Хотя я уже начинаю в этом сомневаться. Но допустим, тогда скажите мне, почему вентилятор... Да ёб твою мать! Тогда скажите мне, почему далеко не лучший вентилятор Arctic P12 Pro... Это не самый лучший вентилятор. ...имеет такой же поток и такой же уровень шума, как вентилятор Noctua за 6000 рублей. Не я делал этот тест. Не я делал этот вывод. Это не я произнес. Это цитата. А может быть, есть какие-то другие критерии оценки? И мне стоит проверить эти 4 вентилятора, например, на температуры, которые будут у процессора, если их установить на башню ЦПУ кулера. Как вы считаете? Еще раз, давайте вкратце. Вот эти термалрайты, это если хочется потише. HF3 Jonsbo, это если не парит толщина вентилятора. Unifan P28, один из лучших конкурентов для Noctua. Ну и сам Noctua, но это не самый лучший вентилятор. Так, ну что, давайте проведем эксперимент. И он будет необычный. Мы попытаемся повторить условия, которые созданы были при том тестировании, о котором я все время сегодня говорю. Смотрите, стоит микрофончик, вентилятор, это Arctic, датчик уровня шума 20 сантиметров, чуть-чуть по диагонали. И как мы будем делать? Смотрите, у нас есть тест. Мы будем брать усредненные значения за 10 минут после прогрева. Сейчас температура процессора средняя 79,5 градуса за вот эти 10 минут теста. Она там иногда чуть-чуть падает, иногда чуть-чуть поднимается. Но что тут важно? У нас зафиксирована частота, у нас зафиксировано напряжение, и у нас зафиксирована мощность, она 101 Вт, все время постоянная. Поэтому температура средняя примерно одинаковая. Да, там иногда винда что-то себе там удумает, может подскочить чуть-чуть температура, иногда чуть-чуть падает. Нас интересует средняя постоянная температура, она у нас 79,5. И какие-то обороты вентиляторов, которые нам не важны. Давайте посмотрим уровень шума сейчас. И мы будем замерять его тоже по среднему. Примерно 41,3. А теперь давайте кое-что сделаем. У меня здесь есть вентиляторы. Заранее прошу прощения, что меня плохо слышно, потому что записываю все на тот один микрофон. Мы их включим на полные обороты. Вот. Они зашумели и создали у нас
примерно 41 дБ шум во всем помещении. То есть, если мы сейчас выключим вот это все или уберем отсюда прибор, то он намерит нам примерно 41 дБ. А если без этих вентиляторов, то всего 34. Давайте посмотрим на уровень шума сейчас будет по среднему. Примерно 43. А теперь давайте поставим вентилятор Noctua. Посмотрим, как он будет работать, какие будет температура у процессора. Ну и посмотрим, какой будет уровень шума и обороты на этом вентиляторе. Так, ну что, у нас стоит вентилятор, уже работает. Вот температура. Средняя у нас получилась 79,4. То же самое напряжение, та же самая мощность 101 Вт, та же самая частота, все то же самое. И, кстати, 1500 оборотов у нас постоянно было, ну, больше 10 минут. Теперь давайте посмотрим с учетом включенных вентиляторов, то есть с учетом созданного дополнительного шума в помещении, какой у нас будет уровень шума по среднему. Ну, типа такой же уровень шума, примерно 43. Давайте выключим. Выключили. То же самое смотрим. Смотрите, вот тут уже есть некоторая разница. Небольшая, но она присутствует. И вот о ней уже надо поговорить. Так, ну и напоследок поговорим по поводу этих двух вентиляторов. Что про них вообще можно сказать? У меня здесь есть высокотехнологичная табличка. Вот она. Здесь вентилятор номер 1, здесь вентилятор номер 2. Они очень сильно отличаются. Отличаются настолько, что один мы покупаем и оставляем своим детям, другой мы, точнее вот этот, а этот мы не покупаем, мы не оставляем своим детям, потому что он плохой. Ну, не самый лучший, не плохой, не самый лучший. Вот, если вы хотите знать мое мнение, оно, конечно же, вас не интересует, но я все равно выскажу, потому что мне насрать. Можно на цену вот этого вентилятора купить 10 вот этих, а можно купить один, а на оставшиеся деньги, там, не знаю, покутить или оставить их в банке детям под проценты. Ну, короче, есть куча более логичных способов, как потратить эту разницу, чем оставлять вентилятор этот на 10 лет своим детям. Причем он через 10 лет будет старый. Он будет шуметь сильнее, потому что он старый вентилятор. Любой старый Noctua вентилятор берешь и сравниваешь его с новым, он будет шуметь сильнее. Это касается любого вентилятора. Не надо тут питать и строить иллюзии, что он типа работает 10 лет при одном и том же уровне шума. Ни хрена подобного. Любой вентилятор начинает шуметь сильнее. Все изнашивается, в том числе и Noctua. Да, может быть медленнее. Но на этот вентилятор производитель дает гарантию 6 лет. При том, что у него максимальные обороты 3000. Используя его на 1800 оборотах, на которые ограничен этот вентилятор, он тоже будет служить 10 лет. Вот такая логика моя. Как бы хотите принимайте ее, хотите нет, мне насрать. Ну и по поводу тестов. То есть у нас появляется некоторая разница. Ну, я написал 1, но вот именно, на мой взгляд, она все-таки 0,2 дБ разница. Она появляется. То есть вентилятор Noctua тише. При той же температуре, даже при чуть меньшей температуре. Вот. Но можно ли это расценивать как, ну, как реально какой-то скачок, реально какой-то показатель
Я не знаю, потому что эти вентиляторы, повторюсь, как и все остальные, они шумят по-разному. То есть сам звук, который они издают, он отличается. Кому-то больше нравится шум Noctua, кому-то больше нравится шум Arctic. Arctic, например, он чуть-чуть посильнее вибрирует. Я этого не слышу. Вот у меня стоит там стенд, он стоит на пенке, этого не слышно. Но, возможно, если использовать его в качестве корпусных вентиляторов, он будет шуметь сильнее. То есть он будет вибрировать, и это будет ощущаться. Ну, как бы я не отрицаю. Опять же, есть еще такое мнение, что Arctic шумный. Ребят, он не шумный. Он практически такой же. Возможно, есть какое-то другое сочетание оборотов, на которых можно использовать, и Noctua будет лучше. Я думаю, что это на более низких оборотах. Вот, но, опять же, если ты тестируешь при 43 дБ, то есть при 1500 оборотах, я показал, при 1500 оборотах эти вентиляторы практически идентичны. Нельзя называть этот не самым лучшим вентилятором. Ну, это просто ложь, неправда. Как это еще называть? И еще, наверное, важное замечание. Есть проблема покупки вот этих вентиляторов. Вдруг вы захотите его купить, есть проблема. У нас недобросовестные товарищи, покупающие на Озоне, возможно, в других магазинах тоже, они меняют вентиляторы и отказываются от них. То есть они заказывают вентилятор, получают его, раскрывают, там нет никаких пломб, ничего нет на упаковке Arctic. Достают оттуда один вентилятор, засовывают другой. Например, бэушный, другой модели, например, P12 Max или P12 обычный. Такой есть, такие отзывы есть. На Озоне, на Wildberries можете почитать. Такое существует. Поэтому вот есть проблема негативных отзывов на этот вентилятор. И их, наверное, вот два типа. Первый тип — это то, что он шумный, потому что ты вырубаешь, у него 3000 максимальных оборотов, и он, естественно, будет шумнее работать, чем вентилятор, который ограничен меньшими оборотами. Потому что BIOS управляет не оборотами, он управляет процентами, как правило. Это во-первых. Во-вторых, есть товарищи, которые устанавливают вентилятор на сетке. Естественно, вентилятор, который до 3000 разгоняется, он шуметь будет сильнее, еще сильнее, работая на сетке. А есть вентиляторы, которые вообще до 1000 работают. Они будут тихие. Но этот вентилятор будет эффективней этих вентиляторов 100%. Я вообще не думаю, что за 600 рублей, да хрен с ним, до 1000 рублей есть вентиляторы, которые даже близко работают, как этот. Ну и еще прикол. Интересно ли вам знать, лучше ли он P28 и лучше ли он Pantex, если их тоже поставить на кулер-башню? Кулер-башня — это все-таки сопротивление, это не открытый поток. Да, это не решетка, да, это не сетка, это что-то другое. Я буду тестировать именно в этих условиях для того, чтобы понять и ответить на вопрос, а стоит ли заменять штатный вентилятор кулера башни на какой-то другой. На этом у меня все, друзья. Надеюсь, видео вам понравилось, оно было интересным. Буду очень признателен, если вы напишите свое мнение в комментариях. Удачи вам всем и пока. Другие интересные видео про обслуживание и эксперименты с видеокартами ждут ваших просмотров и комментариев. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте ваши реакции. Удачи вам и хорошего настроения. Всем пока!